Все началось с тени. В тот серый, просоленный туманом рассвет океан казался застывшим зеркалом, по которому медленно скользило рыболовецкое судно «Северная звезда». На борту царила привычная рутина, скрип лебедок, крики чаек, преследующих корму, и мерный рокот дизельного двигателя. Но этот покой был нарушен чем-то неуловимым. Первым это заметил Марко, молодой матрос, для которого этот рейс был всего лишь вторым в жизни. Он стоял у борта, вглядываясь в свинцовые воды Тихого океана, когда увидел это. Темное пятно, скользящее чуть ниже поверхности. Оно двигалось с поразительной грацией, легко удерживая темп судна. «Эй, смотрите!» — крикнул Марко, указывая пальцем в воду. «Кажется, у нас попутчик». Команда, привыкшая к обществу дельфинов и любопытных тюленей, поначалу не придала этому значения. Океан полон жизни, и многие его обитатели любят играть в кильваторной струе, используя энергию волн от винтов. «Наверное, дельфин-белобочка», — лениво отозвался старый боцман, не отрываясь от починки сети. «Или морской котик решил проверить, нет ли у нас лишней рыбешки», — добавил другой матрос. Однако минуты шли, а тень не исчезала. Она не выпрыгивала из воды, не совершала игривых пируэтов. Она просто была там, безмолвный черный контур, огромный и пугающий своей неподвижностью. Прошло 10 минут, затем 15. Тень начала описывать круги вокруг судна, то приближаясь к самому борту, то уходя на глубину, но неизменно возвращаясь. Даже капитан Элиас, человек, чья кожа была дублена солеными ветрами за 30 лет службы, почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он вышел на мостик и взял бинокль. Это существо не просто плыло рядом, оно транслировало намерение. «Это не дельфин», — негромко произнес капитан, и в его голосе послышалось напряжение, которое мгновенно передалось остальным. «И оно не играет». Вода в тот день была необычайно прозрачной, словно жидкое стекло. Когда тень в очередной раз приблизилась к носу судна, она поднялась выше, и команда смогла разглядеть ее во всей пугающей красе. Это было массивное черное тело, мощное и обтекаемое. Плавные дуги движения не создавали ни всплесков, ни лишнего шума. Это была совершенная машина для плавания, воплощение первобытной силы океана. А затем над водой поднялся спинной плавник. Прямой, высокий, словно клинок черного меча, он прорезал поверхность воды с характерным свистящим звуком. «Касатка», — выдохнул кто-то из матросов. Среди моряков касаток называют волками океана. Эти высшие хищники внушают уважение и трепет. Обычно они держатся стаями, охотясь на лосося, тюленей или даже на китов, превосходящих их размерами. Но эта особь была одна. Одинокая касатка так близко к берегу — явление редкое. Еще более странным было ее поведение. Она продолжала кружить. Она словно ждала чего-то. Капитан Элиас заметил, что каждый раз, проходя мимо кормы, животное чуть замедлялось и как бы подставляло спину взглядом людей. В этом не было агрессии. Если бы касатка хотела напасть или отогнать судно от своей территории, она вела бы себя иначе. Здесь же чувствовалась какая-то отчаянная настойчивость. «Посмотрите на ее спину!» — закричал Марко, свешиваясь через перила так сильно, что боцману пришлось схватить его за пояс куртки. «Там что-то есть!» Команда бросилась к борту.
Когда касатка в очередной раз прошла в паре метров от обшивки, все увидели странный сверток, запутавшийся возле ее спинного плавника. Это не было похоже на естественный нарост или шрам. Это было что-то инородное, темное и хаотичное. «Сверни к правому борту, медленно!» — скомандовал Элиас рулевому. «Мы должны рассмотреть, что это за дрянь». Капитан прижал бинокль к глазам. Его пальцы, привыкшие к тяжелому труду, заметно дрожали. В окулярах он увидел ужасающую картину. Касатка была буквально опутана обрывками старой рыболовной сети, так называемыми сетями-призраками, которые годами дрейфуют в океане, убивая все живое на своем пути. Но сеть не просто зацепилась за плавник. В ее ячеистых объятиях находился какой-то бесформенный комок. «Это обрывки невода», — прохрипел капитан. «И там что-то запуталось, что-то живое». Команда замерла. Теперь стало ясно, почему гигантский хищник вел себя так необычно. Касатка не просто преследовала лодку, она пришла за помощью. Она понимала, что своими силами, не имея рук и инструментов, ей не распутать этот смертоносный узел. «Она ведет нас», — осознал Марко. «Капитан, посмотрите, она замедляется, когда мы приближаемся, и ждет, если мы отстаем». Это был момент истины. В дикой природе хищник и человек редко находят общий язык. Но здесь, в бесконечной синеве, возник негласный договор. Элиас приказал заглушить двигатели, чтобы не напугать животное и не поранить его винтами. Судно по инерции скользило вперед, а касатка, словно понимая маневр, подошла вплотную к борту. Она всплыла так высоко, как только могла. Ее мощное дыхание, резкий выброс пара и брызг из дыхала обдало матросов запахом океана и соли. Огромный глаз касатки размером с чайное блюдце смотрел прямо на людей. В этом взгляде не было животного страха. В нем была жуткая, почти человеческая осознанность. «Живо! Несите багры и ножи для сетей!» — скомандовал боцман. Команда пришла в движение. Обычные рыбаки превратились в спасательную группу. Нужно было действовать крайне осторожно. Одно резкое движение касатки, и человека могло утянуть в воду или раздавить о борт судна. Пятитонная туша обладала колоссальной инерцией. Марко и еще один марый матрос вооружились длинными шестами с крюками на концах. Они осторожно потянулись к спине животного. Касатка замерла. Она даже перестала двигать хвостовым плавником, просто дрейфуя рядом с бортом, позволяя людям прикасаться к себе. «Держу!» — крикнул Марко, зацепив край сетки багром. Он потянул узел на себя, приподнимая его над поверхностью воды. Теперь все увидели содержимое свертка. Это был детеныш морского льва. Маленький, покрытый темным мехом, он выглядел безжизненным. Сеть впилась в его нежную кожу, перетянув ласты и шею. Он был буквально привязан к спине касатки этим проклятым нейлоновым плетением. «Господи!» — прошептал боцман. «Она принесла его нам. Касатки и морские львы в природе — это охотник и жертва. Касатки часто играют со своей добычей, прежде чем съесть ее. Но это было нечто иное. Было ли это проявлением высшего альтруизма? Или касатка, сама когда-то пострадавшая от сетей, увидела в этом малыше отражение собственной боли? Работа пошла быстрее. Матросы аккуратно подрезали нити одну за другой. Касатка слегка вздрагивала, когда лезвие проходило совсем близко к ее коже, но не уходила. Она терпела боль и неудобства, понимая, что это единственный путь к спасению. Наконец, самый толстый узел был перерезан. Марко с сильным рывком вытянул сеть вместе с ее пленником на палубу. Касатка мгновенно
почувствовала свободу. Она сделала глубокий вдох и на секунду ушла под воду, чтобы тут же всплыть чуть поодаль. На палубе Северной звезды воцарилась тишина. Все сгрудились вокруг мокрого, вонючего кома нейлона и тины. Детеныш морского льва не шевелился. Его глаза были закрыты, а дыхание казалось настолько слабым, что его невозможно было заметить. «Он мертв», — печально сказал кто-то из команды. Но Элиас не собирался сдаваться. Он подошел к малышу, аккуратно освободил его от остатков нитей и слегка подтолкнул его в бок. Тишина длилась вечность, и вдруг слабый, хриплый звук. Морской львенок дернул ластом и открыл глаза. Он был истощен, напуган, но он был жив. Команда взорвалась радостными криками. Кто-то принес ведро воды, чтобы смочить кожу малыша, кто-то побежал за рыбой. Но самое удивительное происходило за бортом. Касатка не уплыла. Она стояла в воде, в 10 метрах от судна, высунув голову на поверхность. Это поведение биологи называют спай-хоппинг. Она наблюдала за тем, что происходит на палубе. Когда матросы подняли морского львенка, чтобы показать его ей, она издала серию громких щелчков и свистов, которые резонировали прямо через корпус корабля. «Она благодарит нас», — сказал Марко, и в этот раз никто не стал над ним смеяться. Через полчаса, когда стало ясно, что морской львенок оправился от шока и сможет плавать самостоятельно, Элиас принял решение выпустить его в защищенной бухте неподалеку. Но стоило им поднять якорь и направить судно к берегу, касатка снова последовала за ними. Она сопровождала их до самой отмели. Когда малыша аккуратно опустили в воду, он, неуклюже перебирая ластами, направился к камням, где грелись его сородичи. Он был спасен. Касатка совершила последний торжественный круг вокруг Северной звезды. Она разогналась и выпрыгнула из воды целиком, огромная черно-белая гора мышц, сверкающая на солнце. Мощный всплеск обдал палубу брызгами, и после этого она исчезла в глубине, направившись в открытый океан. На борту еще долго никто не решался заговорить. То, чему они стали свидетелями, выходило за рамки обычного рыбацкого рассказа. Это была встреча двух миров, двух разных видов разумной жизни, которые смогли понять друг друга без единого слова. Позже эта история облетела все научные сообщества. Биологи и эксперты по морским млекопитающим долго спорили о мотивах касатки. Было ли это проявлением межвидового альтруизма? Некоторые ученые полагают, что касатки, обладая сложным мозгом и развитой социальной структурой, способны к сопереживанию. Существуют задокументированные случаи, когда касатки защищали людей от акул или помогали дельфинам. Возможно, это конкретное животное когда-то видело, как люди спасали его сородичей из сетей, и в его сознании закрепилась связь. Человек может распутать то, что не могу я. Другие утверждали, что это случайная аномалия поведения, но для экипажа Северной звезды все было очевидно. Они видели этот взгляд. Они чувствовали это намерение. Эта история напоминает нам о том, как мало мы на самом деле знаем об обитателях бездны. Мы привыкли считать себя единственными хозяевами планеты, но в тот день в холодных водах Тихого океана капитан Элиас и его команда поняли: мы здесь не одни. И иногда, чтобы спасти чью-то жизнь, нужно просто довериться тени, скользящей под килем.
Чтобы глубже понять масштаб произошедшего, стоит заглянуть в мир современной морской биологии. Касатки Orthinus orca — это не просто киты, это существа с одной из самых сложных нервных систем на Земле. Их мозг обладает паралимбической системой, которая отвечает за обработку эмоций и социальные связи. У касаток она развита даже сильнее, чем у людей. Это означает, что их чувства — привязанность, горе, радость или сострадание — могут быть гораздо интенсивнее наших. В стаях касаток существуют свои диалекты, свои традиции охоты, которые передаются от поколения к поколению. Они оплакивают своих умерших детенышей неделями, удерживая их тела на поверхности. Случай с морским львенком — это вершина айсберга. В 2017 году у берегов Антарктиды исследователи зафиксировали, как касатки помогли тюленю Уэделла выбраться из ледяной ловушки, хотя технически он был их законной добычей. Почему они это делают? Возможно, для таких высокоразвитых существ интеллектуальная задача и моральный выбор стоят выше инстинкта голода. Когда вы в следующий раз увидите море, помните, под его поверхностью скрываются не просто ресурсы или животные. Там существуют целые цивилизации, не знающие огня и железа, но познавшие глубины эмпатии, которые нам еще только предстоит изучить. История Северной звезды стала легендой среди моряков. Говорят, что Марко после того рейса бросил рыболовный промысел и пошел учиться на океанолога. А капитан Элиас до конца своих дней возил в рубке старый бинокль и всегда внимательно всматривался в любую тень, что осмеливалась подойти к его кораблю. Ведь он знал, океан умеет просить о помощи. Главное — уметь слушать.